Всем привет, меня зовут Аня, я иллюстратор-фрилансер, и сегодня я помогу вам выбрать графический планшет. На моем канале уже есть много видео о том, как я рисую в фотошопе с помощью планшета, и если вам интересна вся эта тема, не забудьте подписаться. Подписывайтесь, я подожду, водички выпью. Я выпускаю видео несколько раз в неделю, но график у меня, знаете, такой ненормированный, поэтому можете даже нажать колокольчик, так как я девушка непредсказуемая. Подписались? Ну ладно, приступим к делу. Итак, как же выбрать тот самый планшет, который нужен именно нам? Для начала вы должны задать себе самый правильный и важный вопрос. Зачем? Зачем мне планшет? Для каких целей? Планшет можно использовать для очень разнообразных целей. Кто-то редактирует фотографии, кто-то рисует в фотошопе, как я, например, кто-то рисует в Adobe Illustrator. Некоторые используют планшет просто для того, чтобы подписывать документы. Так как я иллюстратор, я расскажу вам свои требования при выборе планшета. Допустим, мы определились, что планшет нам нужен для рисования. И теперь, какую же выбрать фирму? Мой первый планшет был фирмы Genius, но сейчас фирма Wacom практически монополист в этой сфере. И тут мы сталкиваемся с невероятным разнообразием моделей. Есть модели как для новичков, так и для профессионалов. И, кстати, если вам интересна сравнительная характеристика вот этих малышей, я могу ее сделать специально для вас. Напишите мне об этом в комментариях. Самой важной характеристикой есть разрешение планшета. Измеряется оно в количествах линий на дюйм. То есть, чем больше тех самых линий, тем более чувствителен наш планшет, и он более четко передаст все ваши движения. Еще есть один показатель, который указывает нам на чувствительность нажатия пера, то есть момент, когда мы давим пером на наш планшет. И чем выше этот показатель, тем более натуральным получается наше рисование. Особенно этот показатель очень важен для тех, кто хочет заниматься иллюстрацией, особенно более детализированной или, знаете, такими живописными работами, чуть ли не маслом, но в компьютере. Разрешение у любительских моделей где-то 2500 линий на дюйм. У профессиональных планшетов уже от 5000. Если вы новичок и только начинаете вашу карьерную дорожку в сфере иллюстрации, я считаю, вам подойдет и любительский вариант. И знаете, порисовав на двух разных планшетах, на Wacom Intuos Draw Pen и на Wacom Intuos Pro размера M, я могу сказать, что супер большой разницы нет. И реально, если вы начинающий, то вам подойдет и вот этот планшетик. Что касаемо размеров планшета, это очень заводит всех в тупик, и тут я вам скажу гениальную фразу: не в размере счастье. В Wacom Intuos Pro есть размер M, который у меня, то есть medium. Он приблизительно размером с ноутбук, но его рабочая поверхность приблизительно равна формату А5. Но честно вам скажу, если я вот так вот покручу немножко и вы увидите отцвет, то область, которую я изрисовала, она всего лишь вот в этом квадратике, то есть я действительно не задействую всю поверхность планшета. Очень важно, чтобы рабочая область планшета совпадала с соотношением сторон вашего ноутбука. Уж не знаю, проверьте как-нибудь. Как я уже говорила, если вы собираетесь рисовать более живописные иллюстрации, то для вас имеет значение разрешение планшета. Но я считаю, если вы хотите рисовать в векторе, то в иллюстраторе есть такая прекрасная функция, которая сглаживает вашу линию. И в данном случае я считаю, разрешение не так критично. То есть можно брать более бюджетный вариант. Расскажу еще про некоторые функции пера. Например, в серии Pro у пера есть еще затирачечка на конце. То есть вы можете рисовать и потом, как обычным карандашом, переворачиваете и стираете все вами нарисованные. Это очень удобно. Кроме того, у пера могут быть разные наконечники. Они отличаются по материалу и по ощущениям во время рисования. Стандартные — это обычные черные пластиковые наконечники, но также есть наконечники с прорезиненным концом. Также есть имитирующие маркер, то есть они такие какие-то из бумаги, что ли. Есть с некой такой пружинкой. Это все придумано для того, чтобы имитировать натуральные материалы. И когда сопротивление с планшетом есть более сильное, то это передает ту самую технику, которую бы вы рисовали в реальной жизни. Кроме того, почти у всех планшетов есть функция беспроводной связи. Это очень важная функция, потому что именно из-за провода первый мой планшет сломался. Когда вы приступаете к работе с планшетом, относитесь к нему как к ребеночку. Найдите комфортное положение, и я очень рекомендую вам работать за столом, а не на коленях, потому что когда вы работаете на коленях, вы очень часто двигаете туда-сюда планшет, и вот этот вот элемент, он туда-сюда шатается. И именно здесь
здесь происходят какие-то там проблемки, а также где-нибудь на входе вот здесь, и это очень частая поломка, когда именно вот в этом моменте ломаются планшеты. Поэтому рекомендую вам или приобрести беспроводную функцию, или быть очень аккуратными. Также у профессиональных моделей есть чувствительность к наклону пера. Это имитирует, например, маркер. Вот я вам покажу. Есть у него, значит, такой скошенный кончик, а есть тоненький. И в зависимости от того, насколько вы поворачиваете вашу ручку, он пишет то толстым, то тоненьким. И это может имитировать и планшет. Так что, если вас интересует эта функция, обязательно в характеристиках обратите внимание на чувствительность к наклону. Всякие разные наконечники, припамбасы, а также очень полезно купить защитную пленочку для планшета. Ее, кстати, однажды я получила, просто зарегистрировав свой планшет на сайте Wacom, и они мне прислали ее в подарочек. Это защитит ваш планшет от стирания, потому что иногда я очень, знаете, агрессивно рисую. Кстати говоря, у всех планшетов есть несколько кнопок, которые вы можете программировать под те или иные клавиши. Я почему-то не привыкла к этой функции, но, честно говоря, подумав об этом, я, знаете ли, хочу признаться в том, что это действительно удобно. То есть вы можете запрограммировать, например, это на Alt, на Shift, на отмену. Также колесом можно увеличивать или прокручивать холст. То есть это действительно очень удобно и не обязательно тянуться рукой за клавиатурой. Прежде чем начать работу с планшетом, я вам рекомендую его где-нибудь протестировать. Возможно, у вас в городе есть какой-то шоурум, и вы можете прийти и порисовать на планшете или взять у своего друга какого-нибудь. Так вы сможете понять, какой размер вам приятнее, какие функции вам нужны, а какие нет. Потому что, например, мне непривычно рисовать на этом планшете. Но когда я относила свой планшет в ремонт, мне пришлось рисовать на нем месяц, и потом я не могла перестроиться на большой формат. Поэтому, мне кажется, ко всему можно привыкнуть. Также существует вид планшетов, который соединен с экраном. То есть, по сути, здесь абсолютно полная имитация обычного рисования. И вы знаете, доказано, что чем меньше посредников между твоей головой, твоими мыслями и бумагой, ну или какой-нибудь поверхностью, на которой рисуешь, тем четче ты передаешь свою идею. Но здесь, конечно же, в игру вступает цена. Поэтому, резюмируя все, что я сказала, можно сделать вывод, что сначала вы должны определить вашу цель и ваши намерения. Рекомендую не гнаться за проф-серией или размером, потому что доказано, что и на маленьком планшете можно рисовать очень хорошо. И многие иллюстраторы, которыми я восхищаюсь, рисуют на Pro, а не на Cintiq, как многие могли бы подумать. Хотя, согласитесь, Cintiq классная штука. Это как Феррари среди планшетов. Ох, надеюсь, я однажды на нем покатаюсь. А если же вы все-таки решили, что вы хотите заниматься рисованием всерьез, что вы хотите, возможно, превратить иллюстрацию в вашу профессию, то тут я советую вам не экономить, потому что это ваш инструмент заработка, это ваша лошадка, можно сказать. Не стоит экономить, нужно покупать себе самое лучшее, нужно баловать себя, потому что кто, если не мы, знаете? Надеюсь, мои рекомендации были вам полезны. Ваши вопросы оставляйте в комментариях, я постараюсь на все из них ответить. Если вы знаете чего-то там очень умного, тоже напишите в комментариях. Давайте все будем очень мирными и доброжелательными. Желаю вам купить планшет вашей мечты, а у меня на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Пока!